Друзья, всем привет! Сбылась мечта моей супруги. Мы купили себе кофемашину. И сегодня я вам хочу рассказать про нашу кофемашину. Это DeLonghi Magnifica S, модель ECAM, да простит меня мой учитель английского языка, 22114B. Это полноценная большая кофемашина со встроенной кофемолкой, с термоблоком, в которой можно готовить кофе как в зернах, так и молотый, хотя кому это надо, мощностью в 1450 Вт, с давлением помпы в 15 бар, сама вся кофемашина из пластика, а ножи в кофемолке у нее металлические. Резервуар для воды 1,8 литра, с кучей регулировок, степени помола, порции воды, крепости напитков и так далее. С самостоятельной автоматической очисткой и еще кучей всего. Передняя панель у нас идет глянцевая, на ней всего лишь 7 кнопок и одна крутилка. Это регулировка крепости напитка, два разных напитка, как мы их называем, эспрессо и американо, и одна одинарная и двойная порция, и также автоматическая очистка. Бункер у кофемашины находится сзади, и у него два окошка. Первое маленькое, в нее можно насыпать молотый кофе, если вы хотите приготовить с ним молотый кофе. И второй бункер за большой крышкой скрывается, сюда мы насыпаем зерна. За раз помещается примерно 250 грамм зерен. И здесь же находится регулятор степени помола. Изначально кофемашина настроена и лезть сюда не надо. Если нужно что-то отрегулировать, читаем инструкцию. Бачок в кофемашине идет на 1,8 литра, и этого вполне достаточно, чтобы приготовить примерно 8-10 чашек кофе. Сама по себе кофемашина очень удобная и эргономичная. Допустим, тот же самый носик, из которого у нас подается кофе, да, он может регулироваться по высоте, поэтому вы можете ставить как большие кружки, большие стаканы под латте и так далее. И если вы пьете эспрессо или американо, ставите маленькую чашечку, опускаете носик вниз, чтобы он не брызгал. Также очень удобный капучинатор. Его можно двигать в сторону, если вы хотите засунуть под него какой-нибудь большой стакан. Включается он сверху. И если вы хотите его помыть, а мыть его надо после каждого применения, он на быстросъемнике легко снимается. Потянули вниз, помыли и вставили обратно до щелчка. Все поверхности у кофемашины идут глянцевые. И изначально вот этот вот экранчик, верхняя часть и нижний лоток все шли в защитных пленках. Ну, конечно же, все это сразу снимается, чтобы было красиво. И что могу сказать? Спустя месяц использования именно нижний поддон стал весь поцарапанным. То есть, если вы видите, он весь в мелких таких вот вкрапинках-царапинках. От того, что мы ставим туда чашечки. Дно у них шершавое. Обслуживать кофемашину тоже достаточно просто. Все на быстросъемниках. Захотел, достал лоток для воды, налил воды. Ежедневно рекомендую мыть кофемашину после использования вечером. В этот лоток у нас попадает в дальнейшем отжим, ну, в виде таблеток таких. Правда, сама кофемашина разбивает их пополам. Сюда у нас попадает остатки кофе и всякие капельки из капучинатора и из носика самого кофе. Здесь есть поплавок. Если вы не используете чашечку, как я ставлю чашку, и промывка идет в чашку. Если будете в капельник делать промывку, то этот поплавок всплывет и покажет, что надо его помыть. Сверху есть экранчик. Если у вас закончилась вода, то будет моргать вот такой вот индикатор в виде кувшина. Если же у вас переполнен уже лоток для отходов, будет моргать вот такой вот индикатор. Также там моргает режим эко и другие режимы. Одно очень немаловажное замечание. Перед тем, как покупать кофемашину, подумайте, куда вы ее поставите. Потому что бандура действительно здоровая. Когда нам ее перевезли, я достал ее из коробки и даже немного обомлел. Кухонька-то у нас маленькая, а машинка занимает достаточно много места. И жить она должна рядом с розеткой.
А вот как она работает. После включения кофемашина всегда промывается. И скажу я вам, шумит она как самолет. После промывки загораются зеленые индикаторы. Это говорит о том, что кофемашина готова к использованию. И мы можем выбрать себе либо эспрессо, либо американо. Кстати, что интересно, в инструкции они называются ристретто и лунго. А сейчас я покажу, как эта кофемашина готовит капучино, ведь у нее есть встроенный капучинатор. Берем молоко, заливаем в стакан. Стакан прозрачный беру специально, чтобы вы видели, какая получается пенка. Нажимаем режим пара, ждем, пока погаснут все индикаторы, подставляем стакан и начинаем взбивать молоко. При этом машинка будет издавать страшные звуки, прямо как из преисподней. Пищать, кричать. В общем, сами все услышите. Обязательно обратите внимание на то, что когда мы взбиваем молоко вот этим капучинатором, то оно увеличивается в объеме в 2, а то и в 3 раза. Поэтому молока нужно добавлять совсем немного на самом деле, чтобы через край не поперло. И много народу писало в комментариях, что у них не получилось ни разу взбить молоко в этой машиной. Не знаю, в чем у них проблема, но все происходит на ваших глазах и достаточно просто и легко. И не забываем, после того, как взбили молоко, сразу же протираем носик, чтобы молоко на нем не застыло, ведь он горячий. Потом будет тяжело отделить. После ставим стакан, включаем режим, я, допустим, люблю американо, и кофемашина просто добавляет нам сюда кофе. По факту получается капучино. Также я видел, что многие сначала взбивают молоко в одной таре, потом делают кофе в другой таре, переливают молоко из одной тары в другую, но тем самым по дороге большая часть пены остается у нас в первой кружке, поэтому лучше взбивать молоко и делать кофе в одной кружке. Вот такая красота получается. Как видим, 1,5-2 сантиметра густой плотной пены и красивый кофе внутри. Также у этой кофемашины есть немаловажная классная фишка. Если вы обратили внимание, у нее носик подачи кофе двойной. Это говорит о том, что мы можем сразу одновременно готовить 2 чашки кофе. Не по очереди одну, а потом вторую, а сразу 2.
И, конечно же, неотъемлемым и немаловажным в любой кофемашине, а именно в приготовленном кофе, является красивая густая пенка, даже в обычном черном кофе. Если после приготовления в вашей кофемашинке этого нет, то ее надо регулировать. Также не забываем, что каждый раз после использования кофемашинка опять же себя проливает. Чистит себя и сливает воду с остатками кофе либо в стакан, либо в капельник. Но опять же рекомендую делать это в стакан. Не надо разводить грязь. Вот такая вот классная вещица. Это одна из самых бюджетных кофемашин, но поверьте, она выполняет абсолютно все функции, которые вы хотите. У меня в офисе стоит кофемашина, тоже DeLonghi, которая в 3 раза дороже, и, по-моему, разницы нет. Капучино отличный, эспрессо американо отличный, что еще от нее хотеть? Ну а кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. Всем пока!